Друзья, всем привет! Сегодня у меня прогноз на чемпионат Франции, Лига 1, Лиль, Ницца и ПСЖ Страсбург. Поехали! Поместил Лиль в контейнер и запускаю расчет. Сегодня еще хочу сделать расчет по той троице, которая сейчас образовалась в ПСЖ. Месси, Мбаппе и Неймар. Посмотрим, получится ли у них взять Лигу чемпионов в этом году. Тоже интересно. Так, фиксирую график. Теперь делаю все то же самое для Ниццы. Так, стоп. Это немножко не то. Так, Динамо Киев пока рано. Ницца. Помещаю команду в контейнер. И запускаю расчет. Для тех, кто только сейчас присоединился к каналу, объясняю, я сейчас строю графики, прогнозы по каждой команде. И затем уже делаю сопоставление. На основе этого делается прогноз на исход на события. Ну, соответственно, зеленая это положительная кривая, красная кризисная. Соответственно, что-то будет не получаться у команды. Как-то так. Кто только присоединился, может подписаться на канал, поставить лайк, ну, либо сделать свой прогноз тоже на игру. Фиксирую график. Теперь перехожу к паре ПСЖ Страсбург. Ну, тут, в принципе, и без астрологии понятно, что ПСЖ победит. Команда там, конечно, подбирается бомба. Интересно, сейчас посмотрим по Месси. Пока я построил без него. Но если он выйдет на поле, мне тоже интересно, забьет ли он или нет. Ну и в целом это трио, конечно, ударное. Очень достойное. Фиксирую график ПСЖ. Так, теперь что касается Месси. Давайте посмотрим, что будет, если он выйдет. Четырнадцатое число. Ничего не будет. В принципе, может остаться без голов. Посмотрим. Так, я еще обещал по этой троице Мбаппе, Месси, Неймар, Мбаппе. Давайте их посмотрим. Просто интересно, что вообще и как. Так. Как правило, когда раздаются такие авансы, ничем хорошим это не заканчивается. Ну, конечно, какая-то ПСЖ подобралась просто. Команда мечты. Так, ну что, смотрим. Получается достаточно все вроде как хорошо. Да, тут есть небольшой кризис, но я так понимаю, здесь у нас проходит эйфория, трудовые будни. Здесь ноябрь, вообще все отлично. Есть какие-то проблемы, получается февраль, 14 февраля. Посмотрим, вылетят они из Лиги Чемпионов или нет. Февраль. Ну, заканчивается все, получается, до первых матчей. Видимо, какие-то будут перетрубации в команде, которые кому-то не понравятся. Но в целом достаточно благоприятный год закрывают. Ну, вот как раз концовка. И где у нас там финал Лиги Чемпионов? У нас же где-то вот здесь, по-моему, всегда в одно время, 27 мая. Сложно сейчас пока прогнозировать. Явной такой картины нет, что что-то будет плохо.
Был бы вот такой сильный всплеск, да, было бы как-то понятно. А так получается и серию плей-офф они пройдут хорошо, да. Будут какие-то затруднения. Что это получается? Апрель. Ну, апрель. Давайте посмотрим, что у нас в апреле. Апрель. Четвертьфинала. Ну вот, видимо, четвертьфиналу, наверное, и закончится их путь, потому что достаточно сильные такие и затяжная. То есть это получается 5, 6, 12, 13. И мы смотрим, ну 5 и 6 еще хотя бы как-то, да, а вот 12, 13 и последующий выход в май, это уже кризисный. Это уже третий, четвертый полуфинал, ответный матч. Ну вот как-то так. Как-то так. Ну, без финала, ребята, в этом году. Так, перехожу в Страсбург. Поместил в Страсбург контейнер и запускаю расчет. Фиксирую график. Графики построены. Теперь про прогнозы. И Лиль, и ПСЖ, в принципе, все на позитиве. Что нельзя сказать ни о Страсбуре, ни о Ницце. Здесь все в красноте. Поэтому мой прогноз на матч — это победа ПСЖ и победа Лиль. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.